Лето, море, пляж и родное теплое Азовское море. Что может быть лучше? Сегодня мы с вами посмотрим, как живут три главных туристических поселка вблизи Мариуполя. Это Милекино, Белосрайская коса и Урзуф. Сколько здесь отдыхающих, какие цены на отдых в 2024 году. И, конечно же, завершим этот день вкусным ужином с нашей приазовской рыбкой. Начнем с небольшой исторической справки. Милекино – село на побережье Азовского моря, буквально в 15 километрах от Мариуполя. Оно основано во второй половине 19 века, как рыболовецкая артель, и на протяжении 100 лет оставалось рыбацким селом до середины 20 века, когда в СССР обратили внимание на Милекино как на удобное курортное местечко. С тех пор Милекино начало активно развиваться. Строились пансионаты, базы отдыха от различных промышленных предприятий, в основном из Донецка и Мариуполя и других городов Донецкой области. Каждый год в Милекино приезжало все больше отдыхающих и туристов со всей России и Украины, что стимулировало развитие села. Именно поэтому здесь так много баз отдыха с такими названиями, как энергетик, машиностроитель, монтажник. Но с 2014 года поселок начал вымирать. Конечно, основной причиной упадка села послужила война на Донбассе. Из-за этого иссяк поток отдыхающих, так как большинство было из России. Местные также перестали массово ездить отдыхать в Милекино, так как туда наехало много военных, люди боялись. Сейчас многие советские базы отдыха заброшены, много частных пансионатов и магазинов не работает. Мы были здесь в 2022 году. И за 2 года особо ничего не поменялось. На заборах цитаты Леси Украинки и Тараса Шевченко, написанные еще при Украине. А рядом свежий рисунок российского флага. Для меня большой вопрос, сможет ли Милекино снова наполниться людьми, как раньше. Потому что сейчас, чтобы привлечь сюда людей, нужно вкинуть очень много денег в инфраструктуру. Тут время остановилось. С 2014 года начался колоссальный упадок этого поселка. И я не знаю, будет ли он еще настолько интересен, насколько был там вот в 2010 году, когда из всей России люди приезжали сюда, к нам на Азовское побережье, с удовольствием здесь отдыхали. Конечно. Через 10 лет после окончания СВО. Если после этого не будет никакой войны. Конечно, будет. Объективно, где в России еще есть такие места, где можно 4 месяца в году отдыхать на море, а если с любовницами, то все 6. Нету, то есть Мариуполь самый большой город на Азовском побережье, то есть есть, Мариуполь, Ейск, Новороссийск, там, Севастополь, Сочи, все. А 150 миллионов людей, надо кому-то где-то отдыхать, поэтому я вижу в будущем процветание этого поселка. Оно будет, просто оно будет через 10 лет после окончания последних боевых действий. Но учитывая, что земельные участки и дома сейчас здесь продают по бешеным ценам, то, наверное, люди не теряют надежды на лучшее будущее этого поселка. Но, друзья, пока можно ловить момент. Я пообзванивала несколько баз отдыха. Сейчас стоимость номера на двоих 1650 рублей, в другом 2000 рублей. Это вот прям... Это прям на как берегу моря. Один не самый дорогой стейк. На отдых цены в Милекино сейчас одни из самых дешевых на побережье. Есть варианты с номерами 500 рублей за человека. Есть и номера люкс до 3500 рублей за двухместный номер. Смотри, какой песочек чистый, не как у нас в городе. Да, песок здесь намного чище, чем у нас на городском пляже. Купаться когда будем? Хотелось бы на Белосраечке. Приехали. Едем дальше. Милекино плавно переходит в зону отдыха поселка Белосрайская коса.
Она находится дальше от города, чем Милекино, в 25 километрах от Мариуполя, поэтому и вода здесь всегда была чище. Можно сказать, что здесь заканчивается Таганрогский залив и начинается Азовское море. На косе можно встретить солончаки, небольшие озера и лиманы. Вот сейчас мы их как раз и проезжаем. Белосрайская коса – место обитания и гнездования большого количества птиц. Кстати, также здесь находится ландшафтный заказник. Здесь растет и проживает много видов растений и животных, в том числе занесенных в Красную книгу. В конце Белосрайской косы машин достаточно много. Сюда едут за чистым пляжем, белым песком, и здесь можно отдохнуть в уединении. Мы приехали на самый-самый конец Белосрайской косы, ну куда можно было доехать. Дальше стоит там шлагбаум. Песочек белоснежный. Только вот машины заехали сюда. Каким образом? Вообще это, конечно, очень некрасиво. Поставить машины прямо на пляже. Жесть. Но будем надеяться, что когда-нибудь за такое начнут штрафовать. А пляж на Белосрайской косе прекрасный, широкий, с белым мелким песочком и интересными ракушками. Я наконец-то впервые в этом году с удовольствием покупалась. Но идти нужно метров 50-70, чтобы нормально поплавать из-за мели. Видимо, намело песка. Но для детей это прекрасный вариант. Территория здесь огромная, пляжи чистые, песок белоснежный. Вот здесь вот огорожена чья-то огромная территория, и рядом какой-то, я не знаю, или теннисный корт, наверное. Также стоят дома. Сейчас пройдемся с вами туда, посмотрим. Друзья, кстати, некоторые у меня спрашивали, а где у нас есть такое место, чтобы можно было бы отдохнуть дикарем. Сзади меня, не знаю, видно, не видно, солнце слепит, стоит палатка, и люди отдыхают дикарем. Вам, правда, сюда придется идти пешком, машину оставить чуть дальше, но, тем не менее, здесь людей нет. Здесь широкий, чистый, прекрасный пляж. На Белосрайской косе всегда было больше гостиниц высокого класса, чем в Милекино. И сейчас ничего не поменялось. Цены здесь варьируются от 500 рублей за человека до 7000 рублей за двухместный номер. Есть и коттеджи по 10 тысяч рублей до 8 человек. Я не дошла до самого края Белосрайской косы, потому что идти далековато. Меня уже ждет Дима, и мы едем в следующий курортный поселок под названием Урзуф. Итак, сейчас мы едем в Урзуф, проезжаем поселок Ялта. Здесь очень хорошо, мне очень нравится, здесь красиво. Да, очень ухоженный поселок, хорошая дорога, ухоженные дома, люди прям следят. Чисто. Чисто, Каждый да. вокруг своего двора все выметает, вычищает, выстригает. Мы заехали в Урзуф.
Сейчас проезжаем центр села. Здесь проживает небольшое количество местных жителей, но летом население увеличивается в разы за счет отдыхающих. Все движение летом и основная часть людей сосредоточена у побережья, в центре, недалеко от рынка. Друзья, ну в Урзуфе людей очень много. Я не знаю, в чем секрет. Но здесь инфраструктура намного лучше, чем в том же Милекино и Белосарайке. Здесь Даже не хватает. намного, прям в разы, потому что здесь все прям на уровне 2020 года, как бы все работает. Это улица Центральная. Она ведет к морю. И здесь есть все для хорошего отдыха. Продуктовые магазины, кафе, столовые. Здесь продают горячую кукурузу, коктейли, вкуснейшую рыбку и многое другое. Кукуруза вареная по 150 рублей за качан. Много чебуреков продается с разными начинками. Ну, куда же в Урзуфе без чебуреков? Развлечений здесь тоже хватает. Есть картинг, VR-игры и даже парк аттракционов. Мед, смотри. Вот, охренеть. Вот это маркетинг, сука. Где мы были? Ну на это кольцо я не полезу. Цены здесь также варьируются от 500 рублей за человека до 5000 рублей за двухместный номер. Кафешечка на берегу. Обалдеть, здесь людей. Здесь лежаки, навесы. Мне даже за Белосарайку стыдно говорить. Просто, ну, в Египте на пляже были людей меньше было. Да, В городском пляже, у нас на городском пляже людей меньше, чем здесь. да. Посмотри, все, всякие эти лежачки, какие-то карусели тут детские. Посмотри, вот эти катамараны какие-то, прогулки на катере. Да. А для взрослых здесь тоже хватает развлечений. Катера, водные бананы, шайбы. И даже видела, некоторые занимаются вейкбордингом. Мы, если честно, в шоке. Мы не ожидали в Урзуфе увидеть так много людей. Между прочим, здесь даже краники есть. Можно помыть ножки. Это учитывая, что на городском пляже воду еще не подключили. А здесь вот цивилизация. Ну, как тебе сказал, Урзуф отдельная страна. Короче, мы проголодались. Теперь идем искать какое-нибудь колоритное заведение. Пойдем перекусим. Друзья, здесь такая прям ностальгия. Вот такое чувство, что мы вернулись лет, наверное, на 15 назад. Здесь такие разные запахи ностальгические. Но тем не менее, все равно круто. Да, Тима загорелся, теперь хочет приехать отдохнуть. Тима говорит, что не ценим мы то, что имеем. Много, говорит, людей, которые могут выехать за пределы города, и в 20 километрах у них будет вот такая вот зона отдыха с морем, с прекрасными базами отдыха, с движем, вот, где действительно можно отдохнуть. Кстати, очень много приезжих, очень много людей на неместных номерах. Вот каких номеров ты больше всего видел? Больше всего дончан с Донецка. Да, да, донецких очень много здесь.
Как мы определяем донецкие номера от мариупольских? Мариупольские на 180-м регионе, донецкие не поменяли еще номера ДНР. Мы зашли в кафе, которое пользуется спросом в Рузуфе. Если почитать отзывы негде, то я выбираю по принципу «чем больше людей в заведении, тем лучше». И, кстати говоря, мы не ошиблись. Цены адекватные, в Мариуполе цены выше. Большой выбор мясных блюд и рыбы. Можно отведать осетрину, дорадо, лосось, камбалу. Тимур заказал люля-кебаб, безумно вкусный. А я... Я заказала себе камбалу, конечно же. Поэтому будем сейчас вместе с вами пробовать. Это рыбка с нашего Азовского моря. Очень вкусная и нежирная. Но меня ждал сюрприз. Мне попалась рыба с икрой. Где вы еще поедите икряную камбалу за 500 рублей? Я вообще такой злой, что мы 2 недели лета уже прошло, а мы здесь еще ни разу не были. И тут вообще все приколы нашего детства. И антисанитария с рыбой, и дешевое домашнее вино разбавленное, и кукуруза, и молочные коктейли, и шашлыки, и... Вон, детская вата это, как это? Сладкая. Вата сладкая, да. И мы еще за 2 недели тут ни разу не были. Я, конечно же, уже иду с молочным коктейлем и с первой кукурузой в этом году. Что за красота? И бесстрашный, в серии музыки напихал, она у него по швам разойдется теперь. Вы обратите внимание, человек с Краснодара приехал в Мариуполь музыку слушать. На такой прекрасной ноте я с вами прощаюсь. Не забудьте поставить лайк, поддержать мой канал. Ну и в целом, я думаю, что очень такое атмосферное видео сегодня получилось. Я пошла.